Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я вам предлагаю расчетный мастер-класс на любую фигуру, если вам удобен реглан-погон. В общем, сегодня будет расчетный мастер-класс по реглан-погону, вот по такому изделию. Как правило, реглан-погон – это изделие конфигурация вточного изделия со вточным рукавом, поэтому оно вяжется по фигуре с небольшой свободой облегания, и погон заканчивается ровно на плече. Сегодня я поделюсь с вами теми умозаключениями, до которых я доросла на сегодняшний момент времени. Теория будет та, до которой я додумалась, и предлагаю вам вместе со мной попробовать связать подобное изделие. Дорогие друзья, если вы считаете это видео полезным для себя, то внизу в инфобоксе, а также в первом комментарии я укажу вам свой номер Сберкарты, карты Сбербанка. И вы можете перевести любую сумму, исходя из вашего достатка и полезности данного видео именно для вас. Благодаря этому я смогу продолжать снимать полезные для вас видео и размещать их в свободном доступе. А у вас остается возможность учиться и осваивать новые для вас приемы и принципы вязания. Итак, реглан-погон. Как всегда, буду показывать вам на листе бумаги. И что, собственно, это такое? Так сказать, физический смысл реглана-погона. Я вырезала детали, вырезала спинку, перед и два рукава. Чтобы вы понимали, что за изделие мы будем вязать. Это будет то же самое, это вот вточной рукав, я вам сейчас показываю. Собственно говоря, это выкройка вточного рукава. Спинка перед и вот так два рукава. Так. Погон – это все то же самое, только методом бесшовного вязания. И вот здесь будет не шов, а будет такой определенной ширины погон. Как же это делается? Вот смотрите, наши детальки. Мы берем перед, накладываем на него спинку, вот здесь, по соединению плеча. И берем наш рукав и накладываем его вот сюда. Вот. И вот этот узел, который у нас с вами получился, он и будет являться реглан-погоном. Здесь мы выделим погон, ширину погона. Какая она будет, теоретически я вам скажу. Вот. Это ширина погона. И рукав. Вяжется все в круговую, начинается от горловины. И пошли вязать, и все изделие будет вязаться без швов. Конечно, мне сейчас это изделие не удастся, но смысл остается в том же. Вот она наша горловина. Вот она. Вот оно пошло плечо. Здесь оно у нас вот здесь. Вот оно плечо. И дальше пошел рукав. И дальше пошел рукав. Вот. То есть, если я это все перерисую на бумагу, получаем вот такую конструкцию. Мы вяжем горловину, мы отвязываем плечо, потом начинаем добавлять петли на рукав, потом отсоединяем рукав на дополнительную нить, вот как у меня сейчас, вот, и вяжем в круговую уже все изделие. После того, как отвяжем, или можно сейчас уже начинать, отвязываем сюда на нужную нам длину рукав и обрабатываем горловину. Вот вся техника, теоретически, реглан-погона. Дальше я вам покажу, какая у меня логика в расчетах. Вот наша горловина, вот наше плечо. Потом у нас от плеча пойдет расширяться рукав. А с этой стороны будет вязаться полотно тела. То есть вот эта линия и вот эта линия, в принципе, это одна и та же. Просто я ее разделяю. Сейчас здесь покажу на перед и спинку, а здесь буду показывать на рукав. Дальше вот такая форма рукава у нас пойдет. И вот такая форма, условно они вот здесь соединяются. Вот.
И пойдет у нас пошел туда рукав, а сюда пошла спинка и перед. Это спинка, это перед, это рукава, это погон. Думаю, вам понятно. То есть вот она наша конфигурация. Погон, горловина, спинка, перед и рукав. Все. А теперь нам нужно будет рассчитывать. Как же мы будем рассчитывать? Сейчас мы рассчитаем теоретический реглан, потом будем его модернизировать или дорабатывать. Для расчета нам необходимо знать нашу плотность. Я вот здесь свой квадратик нарисую. У меня плотность 2,8 петель в 1 сантиметре и 4,3 ряда в 1 сантиметре. Это в высоту. Это высота, это ширина. Плотность моя. Заметьте, внимание, в плотность после запятой мы всегда оставляем 3 знака. У меня здесь плотность так получилась, что второй и третий знак у меня нули. То есть при расчете у меня получилось 2,800 и 4,300. Но нули, вы знаете, мы можем аннулировать, и получается 2,8 и 4,3. Обратите на это внимание. До третьего знака, когда мы оставляем плотность, у нас более точно получается изделие. Особенно это актуально тогда, когда мы вяжем, вот как сейчас реглан-погон, с небольшой свободой облегания. Здесь уже любые петли расхождения могут быть решающими. Так, давайте еще пока мы логику с вами включим и посмотрим. Значит, у нас здесь плечо, вот плечо, да, оно у нас имеет скос, то есть оно не... Значит, как мы делаем скос, когда мы вяжем в круговую? То есть, значит, плечо-то у нас ровное, вот оно, да. Кстати, ширина плеча, вот эта ширина плеча, вот она будет у нас равна ширине нашего плеча. Как ее замерить? Вот мы с вами встаем и вот так вот руками себя берем. У нас вот здесь вот кость и здесь кость. Вот берем себя руками, и вот это расстояние, это будет ширина нашего плеча. Вот оно. Замеряем, у каждого оно свое. У меня ширина плеча 8 сантиметров. Давайте я сразу ее вот сюда напишу. 8 сантиметров. Дальше. Плечо мы с вами, оно будет прямое, оно будет ровное, оно не будет не расширяться вот так вот, ничего с ним не будет. Расширяться, сужаться, вернее, от верха, скос плеча у нас будет не на погоне, мы его будем делать, а под погоном, так сказать, спереди и со спинки. Со стороны переда и со стороны спинки. Погон остается ровным. Погон ровный. А со стороны спинки и полочки, ну то есть надо было вот так вот начертить, да, здесь будет скос плеча. Раз скос плеча, то вот тут мы с вами скос плеча формируем добавлением петель, если мы вяжем сверху вниз. Мои дорогие, давайте я дальше не буду уже вот это «если» говорить. То есть сегодня я рассматриваю реглан-погон сверху, и если я говорю, мы добавляем петли, а вы хотите связать реглан-погон снизу, тогда вы слово «добавляем петли» меняете на слово «убавляем петли». Понятно? То же самое и здесь. Мы будем добавлять петли, а вы будете, если вы снизу вверх вяжете, убавлять петли. То есть поняли? Здесь то же самое вы вяжете снизу. Если мы вяжем сверху, мы будем добавлять петли. Вы вяжете снизу, вы будете убавлять петли. То есть каждый раз, как я сегодня скажу, добавляем петли, вы понимаете, что в той же пропорции, такое же количество вы будете, но не добавлять, а убавлять. Итак, значит, рассматриваем реглан сверху, значит, вот здесь, со стороны спинки и со стороны переда, мы с вами поняли, для того, чтобы сформировать скос плеча, мы будем петли добавлять. Понятно. Дальше, смотрите. Скос плеча выяснили. Горловина. Горловина по переду у нас вот такая, она округлая. Горловина по спинке, она тоже округлая, не прямая, а округлая. Поэтому здесь у нас спинка будет тоже с каким-то шагом сделано. Здесь петли будут тоже добавляться. И здесь будут петли добавляться. По переду другой шаг будет добавление петель. Ну, тоже будут петли добавляться. Это дальше мы все рассчитаем. Теперь мы поняли, что мы будем добавлять туда, сюда и здесь. По плечу вяжем прямо. Потом, когда мы отвяжем плечо, мы должны будем уже начинать вязать рукав.
Как мы будем формировать головку рукава? Здесь мы тоже будем с вами петли добавлять. То есть вот плечо мы не добавляли, нам на плече не надо было расширение делать, оно у нас прямое идет. Когда мы себя замеряем, мы же видим, что у нас плечи, что здесь ширина плеч, что здесь ширина плеч. Само плечо, оно равномерное, одинаковое. Добавлять петли здесь внутри плеча не надо. Если мы будем добавлять петли, мы будем плечо вот от этой части до этой расширять. Но зачем нам это надо? Нам надо, чтобы плечо шло, погон шел ровно как плечо и шел ровно прямо. Так, выяснили. Значит, здесь мы придем с вами, когда начнем уже вывязывать головку рукава, у нас здесь будет определенное количество петель, ровно такое же, как и здесь. И вот отсюда мы начнем формировать головку рукава. Головка рукава у нас вот она, да, у нас вот эта вот головка рукава, она вот тут. Она у нас, я ее теоретически делю на 3 части. Вот в этой части я буду очень, как сказать, в быстром ритме добавлять петли, потому что мне здесь нужно, чтобы было округло, а не чтобы было такое остренькое плечо, я не люблю остренький угол на накате рукава. Поэтому я здесь буду добавлять, наверное, в каждом ряду сколько-то раз. Вот тут я буду добавлять в каждом ряду. Потом все основное полотно я буду добавлять петли. Они же у нас, видите, не прямо вот так идут. Они идут тоже у нас, ну, как с расширением, вот этот окат. Значит, здесь мы тоже добавляем петли, но добавляем в каком-то другом ритме, потому что здесь у нас круто шло добавление, практически ближе к горизонту, а здесь у нас ближе к вертикали идет. То есть здесь мы уже пореже должны добавлять. Ну, наверное, у меня получится в каждом втором ряду. Чаще всего. Хотя этот ритм тоже каждый может под себя рассчитать. И потом третий этап, вот этот вот уголок, вот этот. Когда мы опять начинаем в бешеном ритме, получается опять, видите, у нас вот эта линия, она опять стремится к горизонтальной. Вот. Что вот эта линия у нас ближе к горизонту, вот так была, если ее нарисовать. Что вот эта линия, она ближе к горизонту. Значит, здесь в какой-то момент мы будем опять очень-очень-очень часто добавлять петли. И в итоге, после того, как мы все с вами добавим, мы должны выйти на нужную нам ширину рукава. После всех наших добавлений по рукаву мы должны выйти именно на ту ширину рукава, которая нам нужна, а не та, которая у нас получится. Все, с рукавом, я думаю, понятно. Теперь спинка и перед у нас одинаково вяжутся, ну, за исключением только выреза горловины. Поэтому давайте дальше приступим. Как у нас вот здесь формируется пройма по переду и по спинке. Она формируется одинаково. То есть всю нашу пройму мы можем поделить тоже на 2 участка. Ну, вам, думаю, что видно, да, логически понятно. То есть первый участок, видите, он у нас прямой идет. И только ближе к подмышке он у нас начинает от вертикального становиться ближе к горизонтальному. Правильно? Значит, у нас по переду здесь добавок не будет. Мы практически все изделие не добавляем. То есть мы вот как добавили вот здесь вот до ширины нашего изделия, ширина, до ширины переда или ширины спинки. Вот это у нас ширина переда. Вот это у нас ширина спинки. Я сегодня не буду говорить, иначе видео затянется. Если вдруг у вас ширина переда намного меньше, чем ширина спины, как правило, шире, чем ширина переда. Но сегодня мы рассматриваем тот момент, когда мы вязать будем что ширину спинки, что ширину переда одинаковым. Если у вас разница в ширинах сантиметр, то можно этим пренебречь. Если у вас разница больше, то тогда вы сами для себя рассчитаете нужную вам ширину спины. То есть тогда сразу изначально петель надо будет больше набирать вот здесь по горловине, так как у вас ширина спины шире. А здесь поуже. Но если все в одном видео рассматривать, девочки, это будет очень сложно всем для понимания. Поэтому будем рассматривать вариант, что ширина переда равна ширине спины. Вязать будем одинаково, что спинку, что перед. Именно в формировании проймы. Так, пока сейчас все идет теория, объясняю вам на пальцах, чтобы вы поняли. Значит, мы поняли, да, что вот здесь вот у нас идет прямо, так как это вточной рукав, он по любым выкройкам вот идет вот здесь прямо, и только вот тут он начинает расширяться. То есть мы с вами вот это количество петель до ширины переда набрали. Дальше вяжем прямо со стороны переда.
И вот от какой-то определенной точки мы начинаем петли в бешеном ритме, ровно в таком же, как и по рукаву, в таком же ритме мы начинаем петли сюда прибавлять. То есть, скорее всего, получится в каждом ряду. Вот. Может даже получиться так, что в каждом ряду по 2 петли добавлять. Это, ну, все зависит от того, насколько тонкими нитками мы вяжем, какова наша плотность относительно друг друга, то есть ширина петли к высоте петли. Здесь от разных факторов зависит, но мы попробуем с вами это все рассчитать. Так, здесь тоже алгоритм вам понятен, правильно? То есть мы добрали до нужного количества наших петель, перед, спинку, и начинаем вязать в круговую, рукав пока отставим на вспомогательную нить. А потом начнем вязать рукав. Если нам нужно, мы его будем вот здесь убавлять по определенному нам алгоритму, чтобы снова прийти там к манжету с какой-то шириной. Если нет, можно вязать прямо, а можно даже и расширять, если хотим получить фонарик. Вот здесь вот доходим. Давайте я тоже так же нарисую, чтобы вам для понятия, что здесь у нас обхват. Так, ну, ширина изделия нашего. Уже со свободой облегания, с небольшой, но свобода облегания должна быть, ну, 10%, наверное, к обхвату. Не больше, чуть поменьше можно, больше не стоит, но меньше тоже сильно не стоит. То есть, если у нас обхват, например, груди, и мы делаем наше изделие по обхвату груди равное 100 сантиметров, то плюс 10%, а от 100 сантиметров 10% это будет 10 сантиметров, значит, мы обхват будем делать 110 сантиметров. То есть, ширина нашего изделия будет 55 сантиметров. Итак, мои дорогие друзья, я нарисовала свои изделия. На данном этапе вы можете нарисовать свои размеры изделия. И что мы имеем? Ширина всего изделия у меня получилась 52 сантиметра. Я где-то делаю на 46-48 размер. Обхват руки у меня полностью весь в самом широком месте, то есть вот от подмышки, я замеряю свою руку, она у меня 34 сантиметра. В половинном объеме, как я вам здесь показала, 17 сантиметров. Ширина, вот давайте на кукле покажу вам, хотя я вам уже 100 раз показывала, как замерять свою ширину. То есть встаем, и вот у нас вот здесь получается как бы от подмышки до подмышки, выше груди, не по выступающим точкам груди, а наверху, как бы даже, знаете, вот у нас рука. Вот у нас рука соединяется с телом вот здесь вот. А вот здесь вот есть такая косточка. Нащупайте у себя, у всех на плече эту косточку. То есть идет плечо. Вот не здесь, вот, например, не вот тут у вас плечо заканчивается, где у вас пересечение линии руки и линии плеча. Не здесь заканчивается плечо. Плечо заканчивается чуть выше. Вот в этом месте, где как бы вся рука вот так вот соединяется с плечом. Это повыше. Дальше у вас пойдет головка рукава. Вот это вот. Вот здесь косточка и здесь косточка. Вот если мы замерим ширину от косточки, не вот отсюда, от края, а от косточки и до косточки, вот это и будет наша ширина изделия. Ой, вернее, ширина переда. Или вот здесь вот мы замерим вот это расстояние, оно тоже будет одинаковым. Что здесь, потому что вот эта линия у нас идет всегда прямо. А здесь вот она резко у нас закругляется. Итак, ширина переда у меня оно будет равно ширине спинки 31 сантиметр. Ширина плеча у меня 8 сантиметров. Обхват шеи именно в том месте, где я хочу, чтобы у меня легла горловина. То есть обхват шеи я замеряю, опять кукла нам в помощь, замеряю вот не просто вот так вот свою шею, вот замерила, а замеряю, я беру ниточку, выкладываю эту ниточку у себя на шее, а потом ее просто беру и сантиметром вытягиваю, замеряю. Либо я беру сантиметр, подхожу к зеркалу, сантиметром выкладываю эту линию. Вот я хочу, чтобы горловина у меня лежала вот так. Вот. И я вот эту линию и замеряю. То есть вот это у нас будет как раз наша, ну, обхват, не обхват шеи, а длина горловины, условно. Длина горловины. Сразу, когда вы стоите у зеркала, вот так вот, в таком виде, вы замерьте высоту, где у вас, вот как можно, насколько ниже у вас вот эта вот ваша воображаемая линия, когда вы хотите горловину пустить, идет вот от этой линии соединения шеи с плечом. То есть высоту. У меня это будет 10 сантиметров по переду, а по спинке у меня это 3 сантиметра. Вот здесь я еще не указала. Давайте я укажу. То есть вот это расстояние
вот это у меня 10, а вот это у меня 3. Все замеры у нас сделаны. И еще вот от этой точки соединения шеи с плечом вертикально вниз проводим линию до подмышки, до своей, какую мы хотим видеть величину нашей глубины проймы. У меня это 22 сантиметра. Ну, вроде бы все размеры я вам сказала. Теперь нам нужно будет рассчитать, как же вязать сам погон. Вот я нарисовала нашу горловину, наши погоны и, грубо говоря, вот перед и вот спинка. Давайте сейчас мы все сюда занесем, но вначале нам надо вот эти размеры все перерасчитать по нашей плотности и перевести всю ширину в петли, а всю высоту перевести в ряды. Итак, давайте. 52 мы умножаем на нашу плотность и получаем, что мы должны взять 146 петель по переду и 146 петель по спинке. 146 петель. 31 мы умножаем на нашу плотность и получаем 86 петель. Давайте возьмем 88, потому что у меня здесь 86,8, как бы 87, я возьму 88 петель. Дальше наша горловина 23 умножаем на 2,8, получаем 64 петли. Наш погон 8 сантиметров. У нас петли будут располагаться вот так, то есть это в ширину петли, значит мы должны умножать на петли. 8 умножаем на 2,8, получаем 22 петли. То есть наш погон будет 22 петли. Так, рука 17 плюс 17, у нас же здесь половина обхвата руки, значит это будет 34, умножаем на 2,8, получаем 95,2, то есть 96 петель в обхвате. Вот так вот я нарисую, чтобы понимала, что это полностью все, не 17 сантиметров, а 34 сантиметра. Так. Теперь высота. У нас 22 сантиметра высота от соприкосновения шеи с плечом до проймы. 22 сантиметра. Но у нас же есть здесь погон. И погон у нас будет половина погона уходить на спинку и половина погона наперед. То есть весь погон 8 сантиметров, а 4 сантиметра наперед, 4 сантиметра на спинку. Значит, от 22 мы должны отнять 4 сантиметра, и у нас будет вот это расстояние уже, вот это расстояние. Вот это от погона и до подмышки уже будет 17 сантиметров. 17 сантиметров мы умножаем на ряды 4,3, получаем 73 ряда. Сделаем 74 ряда. Я люблю четные числа. Теперь попробуем все сюда пересчитать, перенести. 23 сантиметра – это 64 петли. Но у нас же 23 – это только полуобхват нашего изделия, скажем, да, по горловине. Получается 64, надо еще прибавить 64. То есть вся наша горловина будет не 23, а 46 сантиметров. Это она в половинном размере здесь записана. 46 сантиметров. 64 умножаем на 2, значит всего по горловине нам надо будет набрать 128 петель. Сразу мы знаем, что у нас распределение по 22 петли на регланы. То есть 22 петли здесь и 22 петли здесь. Это число у нас изменяться уже не будет. Все, оно остается прежним. Сейчас я буду сюда писать числа, которые будут ввиду корректировки изменяться, но я их должна написать. Значит, мы от 128 должны отнять 22 и должны отнять 22. И получаем 84 петли. Мы их делим пополам. У нас получается 42 петли наперед и 42 петли
на спинку. Понятно? Это понятно. Дальше. Значит, так как у нас имеется вырез горловины по переду, 10 сантиметров он у нас, да, вверх, 10 умножаем на 4,3, получается 43 ряда. Ну, возьмем 42 ряда. Вырез горловины по переду. Вот он. Он у нас будет 42 ряда. То есть это 10 сантиметров умноженное на 4,3 ряда в 1 сантиметре. 42 ряда весь вырез горловины. Вот он у нас, этот вырез. Значит, мы должны, раз 42 ряда, добавки мы будем делать петель по 21 разу. 21 раз слева и 21 раз справа. То есть в начале одного ряда, в начале другого, в начале одного, в начале другого. То есть 42 ряда провяжем, но за 42 ряда слева 21 раз добавим петли и справа 21 раз добавим петли. Горловину сейчас пока отставлю. Давайте пойдем пока вот по этому рисунку. 42 петли по переду, 42 петли по спинке. Так. Будем делать развороты, укороты по плечам, для того, чтобы вывязать росток по спинке. Углубление по спинке. Углубление по спинке. Вот я его здесь нарисую. Мы будем выводить. Тоже у нас будет 42 ряда. Ой, нет, меньше. Здесь у нас 3 сантиметра же у нас углубление по спинке. Мы 3 умножаем на 4,3 и получаем 12 рядов. То есть 42 ряда по переду и 12 рядов углубления по спинке будет. Вот. То есть это мы 3 умножили на 4,3 и получили примерно 12 рядов. Высота выреза горловины по спинке равна 3 сантиметрам. А высота ростка, а росток это не что иное, как увеличение количества рядов по спинке относительно переда. То есть мы должны с вами какой-то момент спинку вязать, а перед еще не вязать. И вот это увеличение количества рядов и будет давать росток. У меня есть на канале подробнейшее видео, что такое росток, для общего понимания. Внизу под видео и, возможно, вот здесь наверху я оставлю вам ссылку на это видео. Пройдите, посмотрите, если вам интересно, чтобы понимать. Значит, что я решила? Ну, я решила, что я развернусь 4 раза. То есть разворотов у меня будет 4 по одному плечу и 4 разворота по другому плечу. 22 делим на 4. У нас получается 5 петель, 6 петель, 5 петель, 6 петель. То есть разворот по плечу 5, 6, 5, 6. И будет 4 раза на 5 плюс еще 2 петли, будет 22 петли. Это развороты по плечам. Раз мы будем разворачиваться, как мы будем вязать? Вот здесь у меня начало вязания. Это со стороны спинки начало погона. Вот оно, начало моего вязания. И я буду вязать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Разворачиваясь каждый раз, захватывая по плечу 5 петель, а по спинке мы сейчас с вами рассчитаем нашу горловину. Я скажу, сколько петель мы будем захватывать. То есть, что я сейчас хочу сказать? Что когда мы будем разворачиваться, у нас вот тут петли уже будут добавляться. А по переду еще никаких добавлений не будет. Правильно? Мы же еще до сюда не доходим. Мы вот здесь только пляшем. Потом мы здесь будем плясать. До переда не доходим. Здесь добавок нет, а вот здесь добавок еще нет, а вот тут уже добавки идут. И если мы оставим с вами прежнее количество петель на спинке и по переду, то мы можем получить, что после того, когда мы отвяжем погон, у нас по спинке будет петель намного больше, чем спереди. Мне этого не нужно. Мне нужно и по спинке, и по переду выйти вот на эту ширину после отвязывания погона, чтобы она была одинаковой, что по спинке, что по переду. Поэтому мне вначале нужно уравнять вот это количество петель. Вернее, не уравнять, а скорректировать.
Как мы корректируем? Раз у нас будет 4 точки разворота, значит, мы от 42 отнимаем 4 петли, а к 42 прибавляем 4 петли. 42 минус 4 получается 38 петель. 42 плюс 4 получается 46 петель. Мы с вами уже скорректировали начальное количество петель после отвязывания ростка. Рассчитали с вами это все теоретически. Дальше нам нужно рассчитать наши горловины. Значит, по переду у нас получается 46 петель. Мы с вами... Так, 42 ряда, 46 петель. 46 петель мы должны добавить за 21 ряд. Как мы с вами делаем? Мы всю горловину, а вся горловина это у нас 46 петель, делим на 3 части. И 1/3 в серединке мы оставляем ровной. То есть 46 я делю на 3 и получаю 15,33333 многотысячных цифры. Значит, 15 петель у меня идут здесь, 15 петель у меня идет центральная часть, и 15 петель у меня идет другая часть горловины. То есть вот вся наша горловина. 15, 15, 15. Потому что 15 плюс 15 плюс 15 это 45, а у нас 46 петель. Значит, 15, 16, 15. Понятно, да? То есть проверяем, чтобы у нас все количество, вот это, что мы с вами намерили, всегда совпадало. Всегда себя перепроверяем, можем ошибиться. Так, сделали. Теперь нам нужно делать здесь убавки. Как мы будем делать? Мы видим, что я должна 15 петель добавить за 21 раз. 42 ряда – это 21 раз. 15 на 21 раз я никак поделить не могу. Почему? Потому что если бы у меня их здесь была 21 петля, то захватывая по одной петле, а захватывать я должна какое-то количество, если я набираю полностью все петли на спице сразу, ну как регланом мы вяжем обычно, то я захватывать как минимум по одной петле должна. 21 раз, то есть 10 сантиметров наши 42 ряда, 21 раз. Если я буду захватывать по одной петле, то будет 21 петля, а у меня их 15, у меня их меньше. Если у меня их было бы больше, чем 21, я бы их поделила. Так как у меня их меньше, значит, либо я не делаю такой глубокий вырез 10 сантиметров, а делаю его именно в 15 петель. То есть мы провяжем 30 рядов. 15 умножить на 2 будет 30. И давайте мы просчитаем с вами наши 30 рядов. По нашей плотности делим на 4 и 3, и мы получим, что у нас вырез будет 7 сантиметров. Глубина выреза 7 сантиметров. То есть 10 мы с вами сделать не сможем, а сможем 7. И если нас устраивает такой вариант, мы делаем 15 раз по одной петле. Тогда у нас весь вырез будет не 42 ряда, а 30 рядов. Это один случай. Второй случай. Если нам все-таки нужно 10 сантиметров глубины выреза, и вот это нас не устраивает, тогда усложненный вариант. Теорию сейчас объясню, дальше вглубь уходить не буду, как-нибудь сниму мастер-класс. Смотрите, тогда мы набираем не 128 петель, а 128 минус 46. 128 минус 46 получится 82 петли. То есть мы набираем петли от одного погона до другого погона. И отвязываем вот так спинку. Приходим сюда, уже потом вот так приходим, и вот здесь мы какое-то количество рядов вяжем прямо. Ну, то есть какое количество? Если мы потом будем 15 раз по одной петле прибавлять, то есть мы вяжем прямо, потом прибавляем по одной петле, и потом идем вот эти вот 16 петель центральные. Вот так, да? И тогда у нас получится 10 сантиметров. Чтобы получилось 10 сантиметров, мы видим, что мы 15 раз по одной петле можем добавить. Это уже 15 раз, а нам надо 21 раз пройти. 21 минус 15 получится 6 раз. То есть 6 на 2, 12 рядов мы будем вязать прямо, а потом 15 раз добавляя по одной петле. И потом 16 центральных провязывая. Как это делается? Смотрите, отвязываем одно плечо,
доходим до сюда, ну, в смысле мы вот провязываем одно плечо, провязываем второе, потом соединяемся, вяжем вот так вместе. И вот в этом месте мы петли прибавляем только по реглану, а вот эти петли мы пока не добавляем, а здесь у нас будет кромочная. 12 рядов у нас будет вот тут кромочная. И, между прочим, вот в этом варианте я именно так и вязала. То есть мне нужно было прямо, это спинка, прошу прощения, перед. Вот, видите, вот такое количество рядов я, когда мы отвязали с вами все вот это спинку вместе с погонами, дальше я пошла вязать, и 12 рядов я вязала прямо. То есть я прибавляла петли вот здесь вот у погона, сейчас мы тоже рассчитаем, как это делать, но петли вот здесь вот, горловину, вот тут, вот сюда, вот здесь, я уже не прибавляла, а вязала прямо. И здесь у меня получалась кромочная петля, вот ее видно, видите? Вот у меня кромочная петля. А потом, уже провязав 12 рядов, дальше я уже начала добавлять петли, то есть прибавлять их. У меня здесь петель вообще не было, я их просто прибавляла, уже дополнительно набирала на спицу. Дополнительно набирала. Провязала прямо и потом дополнительно набирала петли до среднего вот этого участка. Набрала весь средний участок и все, и замкнула в круг. Сложно, понимаю, может быть, теория кого-то не доходит, но кто-то, может быть, сейчас поймет, как это делается. Мастер-класс у меня будет, я планирую связать изделие и показать его, как именно вот такой вырез вязать. Но сегодня про реглан-погон. Вырез по горловине, по спинке сейчас мы тоже с вами сразу рассмотрим, как мы будем его делать. То есть у нас по спинке 38 петель. 38 петель мы также делим на 3 части и получаем по 12 петель. Так, 12, 12 и 12. Это будет 36 и 2 петли. Я одну петлю вот сюда сделаю и одну петлю сюда сделаю. Получается 13, 13 плюс 12. Будет 38 петель. И то же самое. 13 петель нам надо убавить за 12 рядов. 12 рядов это у нас 6 разворотов будет по одной стороне. 6, 13 делим на 6, это будет по 2 петли каждый раз. 5 раз по 2 петли и 1 раз 3 петли. То есть это будет 10 плюс 3, 13 петель. Ну и аналогично с этой стороны 3, 2, 2, 2, 2, 2. Вот. То есть вот здесь мы с вами идем, захватывая по 2 петли, потом 3, и вот эти центральные наши 12. То есть мы начали вязать вот отсюда. Захватили 2 петли, развернулись, пришли сюда, захватили 5. Развернулись, пришли сюда, захватили еще 2, 5, еще 2, 5. При этом по погону, со стороны погона мы не добавляем, ни с этой стороны, ни потом вот с этой стороны. Мы добавляем только со стороны спинки. В каждом втором ряду. Пока мы не дойдем до переда, мы будем добавки делать в каждом втором ряду. Когда дойдем до переда, сейчас будем считать, как мы будем делать добавки. А по переду я вам сказала, что захватываем либо каждый раз по одной петле, таким образом провязываем 15 раз, и у нас будет 7 сантиметров вырез горловины. А если мы вырез горловины хотим вот такой вот более усложненный, глубокий, насколько глубокий, только нам одним известный, мы можем сделать любой уже, но тогда мы набираем петли не 128, а, по-моему, 84, да, мы считали, и вяжем отдельно вот эту вот всю часть. Так, ну это, я думаю, понятно. Дальше. Как же мы будем, какой же у нас вот здесь вот будет ритм прибавок по плечу? Смотрите, у нас ширина 31 сантиметр. От нее мы отнимаем нашу ширину горловины 23 сантиметра, получаем 8 сантиметров. То есть у нас 4 сантиметра одно плечо и 4 сантиметра другое плечо. То есть вот эта ширина в моем случае, по моим расчетам, 4 сантиметра. 31 минус 23, это будет 8, и делим на 2 плеча. 4 и 4. Плечи у меня по 4 сантиметра. А здесь у нас идет ряды. Вот эта ширина 4 сантиметра. У нас же вот так петли расположены, правильно? Значит, здесь мы считаем их на ряды. 4 умножаем на 4,3, получается 17 рядов. У нас будет провязан весь реглан 17 рядов. За 17 рядов, за провязывание всего реглана, давайте возьмем 18, четное количество, так удобнее. 18 рядов длины погона.
4 сантиметра 18 рядов. За 18 рядов мы с вами должны прийти вот к такому количеству петель. То есть первоначальная 46 после отвязывания вот здесь, ой, 48. 46, что я говорю, 46. После того, как мы отвяжем с вами 38 по спинке и прибавляя вот тут петли, мы тоже придем к тому моменту, когда нам горловину надо вывязывать и по переду. И мы придем, тоже у нас здесь будет 46 петель. После того, как мы с вами отвяжем вот эти прибавки. Имейте в виду. Поэтому все, теперь у нас одна цифра 46 петель. Значит, от 46 петель мы должны прийти вот к этому количеству петель. 88 петель. То есть 88 петель мы отнимаем наши 46 петель и получаем 42 петли. У нас вот здесь и здесь добавить. 42 делим на 2, ну, то есть 42 петли нам надо добавить всего. То есть вот эти все наши 88 петель делятся так. 21, наши 46, и здесь опять 21. Все вместе считаем, опять приплюсовываем, получаем 88. Значит, за 18 рядов плеча нам надо добавить 21 петлю по моим расчетам. И это погон можно посадить на любую плотность вязания. Некоторые мастера считают, что на любую плотность вязания погон посадить нельзя. Я с ними не согласна. Погон можно посадить на любую плотность вязания. Вот смотрите, что мы имеем. За 18 рядов 22 петли. Если мы будем в каждом ряду прибавлять по одной петле, мы получим, что прибавок за 18 рядов у нас будет 18. Правильно? 18 рядов, 18 прибавок. И еще нам надо, нам надо 21 петлю прибавить. 21 минус 18, нам еще где-то 3 прибавки надо сделать. Значит, я делю еще где-то на 3 части. В каждом шестом ряду, то есть 18 делим на 3 будет 6 рядов провязали, еще 6 провязали, 2, и еще 6, 3. Получается, что 1, 2, 3, 4, 5 ряды я вяжу, добавляю в каждом ряду по одной петле, а в шестом ряду я добавляю в одном ряду 2 петли. Каким образом это сделать? Я делаю это таким образом. Я добавляю, ну вот я шла, в одном ряду я добавила петлю, во втором ряду я добавила петлю, в третьем ряду я добавила петлю, в четвертом, в пятом, а в шестом я добавила петлю вот здесь и перед одной петлей до этого. То есть вот тут я добавлю, лицевую провяжу и еще одну прибавку сделаю, а потом пошла погон. И также после погона прибавку, лицевую и еще одну прибавку. И в общем, когда вы потом свяжете, эти прибавки у вас не видны. Но у вас по ширине, что здесь высота рядов, что здесь у вас ширина прибавленных петель будет одно и то же. Обратите на это внимание. Вот. И получается, что мы с вами потом прибавим таким образом, то есть 5 раз прибавляем в каждом ряду по одной петле, в шестом ряду прибавляем в этом ряду 2 петли, и прям обе они идут со стороны спинки. В погоне ничего не добавляем. И дальше опять 5, в шестом 2 петли, 5, в шестом 2 петли. Это по моей плотности вязания. У вас может получиться абсолютно по-другому. У вас может получиться просто в каждом ряду. У вас может также получиться не в каждом ряду, а, например, 3 раза в каждом, 1 ряд пропускаем. 3 раза в каждом, 1 ряд пропускаем. Здесь вот этот расчет будет зависеть только от вашей плотности. Только от вашей плотности, и он может быть абсолютно любым. Вот. Прибавили, погон вывязали. Дальше у нас начинается интересная вещь. Мы начинаем с вами вывязывать сразу головку рукава, а со стороны переда и спинки мы вяжем прямо. Вот, как я вам объясняла, где я вам рисовала. Вот тут. То есть все, набрали мы петли с вами, вот до сюда мы с вами дошли. Дальше мы вяжем прямо, и потом мы начнем с вами прибавлять петли только вот тут. Вот тут нам сколько петель надо прибавить. Сейчас я вам объясню. То есть здесь нам нужно прибавить
у нас всего здесь вот 146 петель, 88 у нас уже есть. И мы с вами 146 отнимаем 88, получаем 58 петель. Делим пополам, и получается 29 петель нам надо будет прибавить вот тут, и 29 петель нам надо прибавить вот тут. И мы знаем, что вот так вот нам надо прибавить 29 петель. Причем прибавить их надо будет резко. Раз резко, значит, я буду прибавки делать в каждом ряду. В каждом ряду 29 петель, это будет, значит, 29 рядов. Я буду добавлять и слева, и справа, и прям в каждом ряду. Здесь я буду идти в круговую, мне это будет удобно. В каждом ряду делаю прибавки. 29 рядов. Теперь давайте посмотрим. У нас вся высота вот от этого, помните, да, я вам говорила, что мы вот отсюда считаем. То есть от центра плеча у нас 22 сантиметра. Но мы знаем, что у нас погон 8 сантиметров. 22 отнять 8 будет 17. 22 отнять 4. 4 на сперед, 4 на спинку. 22 отнять 4 будет... Почему 17? 18 же. 18 сантиметров. 18. Вот эта вся высота у нас 18 сантиметров. 18 сантиметров умножаем на 4,3, получаем 77 рядов. Сейчас попробую нарисовать красным. Вот эта вся высота до подмышки, вот до сюда, у нас 77 рядов. Ну и вы знаете, здесь 29 рядов мы вяжем с прибавками. Значит, 77 отнять 29, значит, 48 рядов мы вяжем прямо. И таким образом по переду, равно как и по спинке, мы 48 рядов провяжем прямо. И потом 29 рядов мы в каждом ряду будем добавлять вот здесь петли. С одной стороны и с другой стороны. Я думаю, что это понятно. Теперь давайте рассмотрим наш рукав. Давайте я его вот сюда вот так вот вырисую. Вот. Высота головки рукава у нас будет равна длине проймы. То есть высота проймы у нас вот здесь 18 сантиметров. Ну и головку рукава я возьму 18 сантиметров. То есть вот это все расстояние от уже вывязанного погона и до подмышки, вот до сюда, по рукаву у нас тоже будет 18 сантиметров. Вот ровно 77 рядов. Что по переду мы вяжем 77 рядов, что головка рукава у нас тоже будет вязаться 77 рядов. Это, думаю, понятно. Как в обычном реглане, да? Когда мы вяжем реглан, у нас что перед вяжется, что спинка, что рукав. Тот же здесь, что рукав вяжется в длину головка рукава, что глубина проймы. 77 рядов. Итак, рукав. Так, мы знаем, что он у нас будет 77 рядов, равно как и тут. 22 петли у нас на погоне уже есть. К какому количеству петель мы должны прийти, мы знаем. Мы с вами рассчитывали, что у нас общее количество на рукав должно быть 96 петель. Значит, вот здесь в конце, после отвязывания нашего оката, у нас должно получиться 96 петель. Поделим все окат рукава на две части, на одну и на вторую. Они симметричные. Просто весь окат поделим на две части. Значит, у нас 96 петель. Вот это все вместе будет 96 петель. И 22 петли у нас уже есть. А 96 минус 22 петли погона получаем 74 петли. 74 петли нам надо разделить на две равные части. Сюда и сюда. 74 пополам это будет 37 петель. 37 петель левой части, 37 петель правой части. То есть за 77 рядов нам нужно еще добрать со стороны рукава 37 петель. Я вам хочу показать два расчета. И тот, и другой расчет будет правильный. В первом расчете у нас получится вот эта головка рукава пойдет, ну, примерно вот так. Вот. Она будет более остренькая такая. А во втором расчете у нас получится более вот такая пологая головка рукава. Сейчас покажу оба. Первый будет простой, второй чуть посложнее. Ну, в принципе, мне кажется, если подумать, и тот будет одинаковый. Так, я перерисую. Итак, перерисовали. Первый вариант, второй вариант. Сейчас будем касаться только первого варианта.
Смотрите, мы выяснили с вами 22 петли погона, к 96 петлям прийти надо, еще надо добавить 37 петель. Каким образом мы можем это сделать? Мы с вами вот эту конечную часть можем сделать ровно такую же, как мы делали по спинке и по переду, добавляя вот 29 петель в 29 рядах. То есть провяжем в конце 29 рядов, добавим при этом 29 петель. Вот здесь у нас будет 29 рядов и 29 петель. То есть добавлять петли будем в каждом ряду 29 раз. Ну, с этой мы сейчас рассматриваем одну половинку, вторая будет симметрична. Дальше, значит, у нас 77 рядов, 29 петель мы уже извязали. Значит, вернее, 29 рядов, 77. Отнимаем вот эти ряды, отнимаем уже вот эти ряды, что мы провяжем, минус 29 рядов. И получаем, что вот этот участок у нас 48 рядов. Вот этот участок. Вот отсюда, от погона. 48 рядов. А за 48 рядов нам сколько останется добавить петель? 37 минус 29 петель мы уже добавили. Останется добавить 8 петель. 8 петель за 48 рядов. Значит, 48 делим на 8. Получаем в каждом шестом ряду мы будем добавлять с вами 8 раз по одной петле. И получится, что мы будем добавлять в каждом шестом ряду по одной петле. Мы добавим за 48 рядов 8 петель. И потом резко начнем добавлять 29 петель. И получится рукав, ну, как я уже сказала, он будет более вот такой острый. То есть вот более такой, вот здесь у плеча он будет тоньше, и потом он пойдет резко-резко увеличиваться. Это один вариант, и он имеет место быть. Второй вариант, когда мы с вами все наше плечо делим все-таки на 3 части. 37 петель надо добавить. Вот эту часть мы также оставим 29 рядов. 29 рядов. Но добавлять будем не в каждом ряду, а через ряд. То есть, если в 29 рядах мы будем добавлять через ряд, то всего добавок будет 29 поделим на 9, будет 14,5 рядов, 14,5 раз, ну, грубо говоря, 14 раз мы добавим по одной петле. И получится у нас здесь 14 петель. За 29 рядов, добавляя в каждом втором ряду, получим 14 петель. Ну, тут в последнем ряду не добавим, и получится все нормально. Значит, 37 минус 14, и получаем за весь вот этот промежуток нам надо добавить 23 петли. 23 петли. Этот промежуток в рядах у нас будет с вами 77 рядов, вот это количество, минус вот это количество рядов. Это количество у нас 29 рядов. 77 минус 29, получаем 48 рядов. Вот, как и здесь мы с вами рассчитали. 48 рядов. За 48 рядов нам с вами нужно уже отвязать, я забыла сколько, 37 отнимаем 14, 23 петли. То есть вот здесь у нас будет 48 рядов и 23 петли. 48 делим на 23, получаем 2 с копейками. То есть если мы будем прибавлять в каждом втором ряду весь этот участок, у нас здесь 48, мы добавим 24 петли, да, если в каждом втором ряду. Что я предлагаю делать? Я предлагаю какой-то участок добавлять в каждом четвертом ряду, а вот этот участок в каждом втором. Но это по моему расчету. У меня, в принципе, если я отсюда начну добавлять, будет в каждом втором ряду. Ну, мне кажется, этот будет тоже так более, скажем, вот так вот остренько уходить. А мне надо все-таки более полого. Значит, что мы делаем? 48 рядов делим на 4. Если мы в каждом, я сейчас рассчитаю добавку в каждом четвертом ряду от начала до конца. 48 делим на 4 будет 12. Значит, я 12 раз должна добавить в каждом четвертом ряду. Да? Это будет 12. Вот сюда пока запишу. 12 раз в каждом четвертом ряду. И получается это, я добавлю 12 петель. Вот, если я буду добавлять в каждом четвертом ряду, у меня всего 48, 48 делим на 4, получится 12. 12 раз это будет 12 петель. Добавится 12 петель, мне надо 23. 23 отнимаем 12, мне надо еще 11 петель добавить. И тогда я вот эти 11 петель
буду добавлять сюда в каждом втором ряду. Мои дорогие друзья, я вот эти 48 рядов, вот, я вот сюда вот их выделила, чтобы вам было более понятно. За 48 рядов мы должны в каждом четвертом ряду убавить петли. Вот я галочками отметила каждый четвертый ряд убавка петель. У нас получается, мы убрали с вами 12 петель, а нам надо 23. Еще 11 петель нам нужно убрать. И убирать я буду эти петли, начиная вот отсюда, от самого начала, то есть вот отсюда. Здесь мы делали в каждом четвертом ряду, то есть считаем. Сейчас мне нужно дополнительно, я возьму другой фломастер, убрать еще петли. Раз, в каждом втором пойдем 2, 3, 4, 5, 6. А вот здесь я хочу еще резче добавить. То есть вот эту головку я хочу прям в каждом ряду добавить. То есть 6 я уже добавила. И добавляем в первом ряду 7, в третьем 8, 9, 10, 11. Вот так. И что мы с вами видим? Это вот я вот прям логику вам свою и показываю. И мы видим, что с вами нам 10 раз, вот оно, 10 раз нам надо добавить в каждом ряду. 10 раз в каждом ряду по одной петле. Получим 10 петель. Так, дальше мы смотрим с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это получается 14. 7 умножить на 2. Я по 2 ряда, да, считала? 14 раз. Ой, нет, прошу прощения. 14 рядов мы провязали. Но добавляем мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. То есть 7 раз в каждом втором ряду. Здесь у нас будет 10 рядов. Здесь у нас 7 на 2 будет 14 рядов. И добавляем 7 петель. Правильно? Сначала 10 петель добавили, вот они. Потом 14 рядов провязываем, добавляя в каждом втором ряду по одной петле. Получается 7 раз в каждом втором ряду. 7 петель добавляется, 14 рядов провязано. Дальше мы с вами добавляем еще 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. То есть добавляем 6 петель. Значит, добавляется у нас 6 раз в каждом четвертом ряду. Всего провязываем 24 ряда. Правильно? Вроде бы правильно, но сейчас мы с вами все перерасчитаем. Давайте я ряды вот так выделю другим цветом, чтобы нам не ошибаться. Давайте сделаем просчет. Всего нам нужно провязать 48 рядов. Посчитаем. 10 плюс 14 плюс 24. 48 рядов. Мы с вами вышли на эту цифру. 48 рядов. Давайте просчитаем петли, которые нам нужно добавить. За 48 рядов нам с вами нужно добавить 37 минус 14. Здесь же мы уже 14 петель за 29 рядов добавили. 37 минус 14 получается 23 петли. За 48 рядов надо добавить 23 петли. Посчитаем. Посчитаем. 10 плюс 7 и плюс 6. Получаем 23 петли. Мы вышли на нашу проверочную цифру. И получится, если мы с вами 10 раз добавим в каждом первом ряду, вот здесь у нас будет такое резкое добавление, да, то есть расширяться будет резко наше плечо. Вот так же красиво, как мы с вами нарисовали вот тут. То есть вот отсюда оно у нас сначала, мы делим его на 3 части. Сначала мы резко добавляем петли в каждом ряду. Потом мы начинаем 7 раз добавлять в каждом втором. То есть мы вот эту резкую нашу линию превращаем в более пологую. Потом мы еще более положе превращаем. Ну, то есть это все вот на этом участке. Сначала помедленнее, потом еще медленнее. Приходим вот сюда. И здесь мы уже добавляем в каждом втором ряду еще 14 петель. То есть весь рукав у нас делится вот весь вот отсюда вот до сюда. У нас получается так. 10 раз в каждом ряду. Пляшем от погона 10 раз в каждом ряду. Потом 7 раз в каждом втором ряду. Вот, в каждом втором. Потом еще 6 раз в каждом четвертом ряду.
дошли до сюда. И потом еще 14 раз, это вот этот участок, в каждом втором ряду. Правильно? Правильно. А если мы сейчас посчитаем ряды, то есть 10 плюс 7 на 2 – 14, плюс 24 и плюс 28 у нас должно быть, ну, здесь будет 76 петель, потому что здесь не 29 рядов, а получается 28. Последний ряд мы просто провяжем прямо. Будет тоже 29 рядов и 14 добавок. И получим 77 рядов. Вот, я вязала именно вот таким образом. Он чуть-чуть посложнее, но я вам показала, как я рассчитала вот этот случай. Просто, ну вот, наглядно вам. Можно, если вам это очень сложно, сделать вот так, а здесь у нас получится следующим образом. Значит, нам надо будет 8 раз мы добавляем в каждом шестом ряду. И 29 раз мы добавляем в каждом ряду. И тоже получается у нас 77 рядов. И за 77 рядов мы добавим 37 петель. Вот отсюда и до сюда. Вот. Это вот такой вот у нас. Но он получится, имейте в виду, что он получится вот так у вас. Вот. Вот такой будет, более острый. Очень многие так вяжут. Получается вот здесь узенько, 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 а потом резко расширение. Но мне нравится, когда отсюда идет сразу широко, и потом вот такая вот более округлая форма рукава. И она получается более, скажем, она получается более приближена к вточному рукаву. Ну вот, мои дорогие друзья, я вам предельно ясно, прям наглядно показывала. Снимала я это видео, честно говоря, 3 дня. Очень тяжело оно мне далось, но я думаю, что вы все поняли, все вам стало понятно. И следующий заключительный момент. Я еще хочу вам показать, как делать вот это все на мои любимые таблички, как все это внести в таблички, чтобы было все очень просто вязать. Итак, табличка. В табличку вы можете нарисовать от руки, вы можете ее нарисовать, как я, в программе Excel, пожалуйста, как вам угодно, как вам удобно. Если не умеете пользоваться программой, пишите вручную. Возьмете лист бумаги в клеточку, разлинуете его и напишите. У меня здесь, получается, указаны ряды, вот. И на каждый ряд, ну, у меня сколько хватило листа, столько и расписано. У меня стандартные такие таблички. И на каждый ряд у меня в данном случае приходится 3 столбца. Мне сейчас это будет удобно. Давайте попробуем весь наш вот этот расчет, ну, включая и расчет вот этот нашего рукава, я прям сложный возьму. Вот. Мы уместим все в одну таблицу для упрощенного варианта вязания, чтобы ничего не забыть сделать. Потому что если мы начнем вязать в круговую, сначала мы отвязываем росток, а потом мы делаем прибавки по спинке и по переду, а потом мы делаем прибавки, здесь вяжем прямо, а здесь по окату, потом мы вот это. И нам надо все это не упустить, все это держать в голове. Это очень сложно. А вот по этим таблицам будет все очень просто. Ну, я надеюсь, вам также это понравится, так как понравилось мне. Скажу сразу, что да, это таблицу придумала я. Это, ну как, ноу-хау? Нет, это просто такое упрощение мне труда, поэтому делюсь легко с вами. Для начала нам надо определиться, сколько же рядов мы будем помечать полностью во всей таблице. Давайте посмотрим, сколько у нас всего вообще с вами рядов. Смотрите, мы начинаем вязать вот здесь. Сначала мы с вами отвязываем росток. Росток это у нас получается 4 вот здесь вот разворота. В каждом развороте по 2 ряда. 4 на 2, 8 рядов. То есть у нас 8 рядов ростка. И надо, наверное, куда-то это записать. Давайте я вот сюда запишу. 8 рядов это росток. Дальше, после того, как мы с вами отвяжем росток, мы начнем отвязывать уже, горловину по переду, полностью все, здесь добавляя петли. Это мы будем уже вязать с вами нашу пройму. То есть вся наша пройма это 77 рядов. 77 рядов. Это пройма. Но прежде чем здесь у нас еще будет скос плеча,
скос плеча. Скос плеча – это еще 18 рядов. 77 рядов пройма – это без учета скоса плеча, потому что мы уже, когда с вами выйдем вот на эту ширину, вот отсюда мы уже будем вязать вниз 77 рядов. А скос плеча нам тоже надо отвязать. Он у нас 18 рядов. 18 рядов – это у нас скос плеча. Итак, мы получаем с вами, что всего нам надо отвязать 8 плюс 77 плюс 18 и получаем 103 ряда. И отмечаем с вами 103 ряда. Вот так вот. Вот это все нам нужно отвязать. Мне пришлось снять наушники, но я думаю, что вам будет все слышно. Я постараюсь говорить громко. Отмечаем. Я сразу выделяю все это цветом. Мне так удобнее. Чем ярче картинка, тем проще представление. Отметили все ряды, что нам нужно провязать. И давайте начнем сверху, с самого начала, с ростка. Отвязывание ростка. Значит, пока мы отвязываем росток, мы делаем углубление по спинке и делаем росток по плечу. По плечу мы с вами будем захватывать 4 раза по 6 петель. Я выделю зеленым цветом вот тут. Вот тут у меня будет... Как же это мне написать, чтобы было всем и вам, и мне понятно. Так, давайте напишем это росток. И это будет у нас зелененький. И кислотного цвета здесь же, в этом столбце, это будет у меня горловина по спинке. Так, мы знаем, что росток у нас 8 рядов. Вот 8 рядов мы вот так вот я аккуратненько поделю именно этот столбец. Сейчас я зеленым, ну вот этот столбец я разделю на 2 половинки, и зеленым я укажу, что мне надо в каждом втором ряду, то есть мы захватываем горловину, захватываем росток, захватываем горловину, захватываем росток. То есть в первом ряду мы захватываем, вот здесь мы начинаем вязать, мы пошли вязать горловину, потом во втором ряду мы начали, в изнаночном ряду мы уже захватим росток. Изнаночный ряд будет у нас, первый ряд пусть будет у нас лицевой, второй изнаночный. Значит, мы захватываем в каждом втором ряду 4 раза. 1, 2, 3, 4. Отметили, да, зеленым цветом. Это у нас росток. По ростку нам надо захватить вот такое количество петель. 1 раз 5, 1 раз, помните, 6, 1 раз 5, 1 раз 6. Понятно, да? То есть здесь мы захватываем 5, 6, 5, 6 петель. И всего их будет 22 петли. Мы с вами захватим. Дальше, в это же время одновременно мы будем захватывать по горловине. По горловине мы будем тоже захватывать петли. Если здесь мы захватывали во втором, ну то есть в четном ряду, значит по горловине будем в нечетном ряду захватывать. То есть захватываем также в каждом втором ряду. И вот наш, вот отсюда начало, значит 5 раз по 2 петли и 1 раз 3. То есть весь вырез по горловине у нас будет 12 рядов. 1, 2, 3, 4. Росток мы уже закончим вязать, но горловину будем дальше вязать. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз. 6 раз мы захватываем петли. 5 раз мы захватываем по 2 петли. 2 петли. И последний раз у нас вот оно, 3 петли. 3 петли. Проверяем себя. Лучше 100 раз перепроверить и потом просто отмечать галочки и тупо все вязать по схеме. Вот мы привязали. Итак, вяжем. Вот наше прицепление нашей ниточки. Вот отсюда мы начинаем вязать условно. И мы берем, отмечаем первый ряд и провязываем 2 петли по спинке. Захватываем. Разворачиваемся. 5 петель по ростку. Разворачиваемся в лицевых рядах. Не забываем, после погона вывязываем в каждом втором ряду. Пока не дойдем до переда, вывязываем в каждом втором ряду. Когда дойдем до переда, уже по нашему расчету вяжем. Захватываем 5. Разворачиваемся, захватываем 2.
разворачиваемся, захватываем 6, разворачиваемся, захватываем 2, разворачиваемся 5, разворачиваемся 2, здесь по спинке, разворачиваемся 6. Разворачиваемся, захватываем 2, поворачиваемся, и вот отсюда мы уже начинаем. Сейчас мы вот это все провязываем и плюс захватываем петли вот отсюда, то есть уже переда пошли. Когда пошли петли переда, у нас росток закончился, у нас начинается вывязывание скоса плеча. Скос плеча мы с вами выяснили, что у нас здесь 18 рядов. Давайте скос плеча, у нас тоже пойдет он уже вот тут. Мы его отметим, как вот так вот оранжевым, и напишем скос. Это скос плеча. Вязать мы его должны 18 рядов. После того, как мы отвязали росток, вот отсюда, вот у нас закончился росток. После ростка мы дошли до переда, и у нас начинается скос плеч. Скос плеч – это 18 рядов. 18 рядов мы будем делать прибавки в каждом ряду. 18 рядов мы провязываем со скосом плеча, добавляя в каждом 5-м ряду по 1 петле, в 6-м 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5. По 1 петле я здесь циферками не пишу, а вот где 2 петли добавляем, я напишу 2 петли. Вот. То есть, получается, отвязали скос и начинаем вот здесь уже прибавки делать в каждом ряду. То есть, после того, как мы вот тут развернулись, захватили 2 петли, вот этих, разворачиваемся сюда и захватываем по переду 15 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. То есть, вот здесь у нас спинка горловина. А вот с этой стороны скос плеча закончится. Ну, давайте вот здесь вот его. Я нарисую красненьким. Красненьким. Это у меня будет горловина по переду. Горловина, перед. И начнется она вязаться после ростка одновременно со скосом плеча. И по переду мы с вами знаем, что мы делаем добавки через ряд 15 раз. Я именно вот этот вариант взяла. Вот этот углубленный я брать не буду, усложненный. Это уже для более продвинутых. И скоро я сниму мастер-класс, вы все поймете, как это делается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть мы, дойдя вот до сюда, провязываем наши 30 рядов, вот наши 30 рядов, добавляя 15 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. То есть по 1 петле цифру 1 я не ставлю. Если было 2, 3, 5, я бы поставила. Одну я не ставлю. После того, как мы с вами отвяжем все 30 петель горловины по переду, в следующем ряду я его вот так же выделю, вот этот 38-й ряд, и вот здесь я нарисую вот эти 16 петель. То есть мы в одном ряду сразу с вами доберем все петли, замкнемся в круг, вот в этом ряду. По спинке мы замкнемся в круг и доберем все петли по спинке. Вот тут мы замкнемся в круг, мы же сначала одно плечо, не замыкаясь в круг, уже наперед переходим, а все равно еще в круг не замыкаемся. Потом переходим на 2-е плечо, потом мы замыкаемся в круг вот на этом месте. Вот в этом месте мы замыкаемся в круг. Горловина по спинке у нас зелененьким таким кислотным отмечена. И сразу мы наберем 12 петель. 12 петель. Вот. Попробую еще раз пояснить, как это вяжется. Смотрите, давайте опять сначала, для более понятных. 2, 5, 2, 6. 2 петли, 5 петель захватываем, 2 петли, 6. Росток отвязали. Но продолжаем вырез горловины по спинке делать. То есть мы провязываем еще 2 петли, а вот тут мы уже по переду вот разворачиваемся и должны захватить 1 петлю. То есть 2 петли по спинке, 1 по переду. Но я вот здесь в одном ряду указала, но вы здесь поймете, что раз красненьким, то здесь в этом ряду, если не получится, то вот в этом следующем будете делать. То есть вот 2, здесь 1. Опять 3, по переду 1. Все, пришли сюда, мы провязали с вами углубление по спинке. Когда дошли до 16 петель,
отрываем нитку или провязываем просто ряд вот до сюда и опять начинаем плясать с самого начала. То есть у нас уже будет отвязано с этой стороны несколько петель переда, а с этой еще вообще 0. И мы начинаем опять с первого ряда, то есть опять первый ряд. Вот мы уже провязали с вами до 11 ряда, провязали, захватили все петли. И снова начинаем с первого ряда. То есть вот эти галочки я уже буду в кружочек ставить, чтобы мне понятно было. И начинаем забирать. 2 петли мы уже как же бы провязали, и еще 5 забираем. То есть это у нас уже будет как бы второй ряд провязываться. 5. Разворачиваемся. 2, опять 6. Разворачиваемся. 2, 5, 2, 6. С этой стороны росток отвязали. Дальше начинаем разворачиваться. Опять 2, еще горловину по спинке делаем. Разворачиваемся, начинаем брать по переду. То есть вот в этом ряду уже по переду берем петли. Отсюда. Сюда 3, отсюда. Все. Еще одну петлю переда. Разворачиваемся, замыкаем спинку полностью в круг и продолжаем, вот эти 12 петель провязываем и продолжаем делать углубление по переду. Пока мы делаем углубление по переду, мы видим, что у нас уже и скос плеча начинается. Значит, одновременно, когда мы проходим по переду, перед как регланные линии, вот здесь вот также и линии плеча, мы прибавляем петли в каждом ряду. Вот. То есть в 10 ряду. Что мы видим? Нам нужно добавить скос плеча. В 11 ряду мы видим, что нам нужно добавить петли переда, скос плеча и петли спинки. Опять там перед, скос плеча, перед, скос плеча. То есть дальше у нас уже идет скос плеча и с этой стороны, и с этой стороны. Когда у нас уже вот здесь скос плеча, у нас с вами был условно в каждом втором ряду. Вот он у нас был, этот скос плеча. Вот здесь он тоже был. Вот прибавки по скосу плеча. Они были. Мы их 4 раза добавили. То есть это мы с вами выходили вот на эту цифру 46 петель. С 38 на 46 петель вот эти вот наши прибавки по скосу плеча. То есть вот здесь они у нас тоже были. Но мы добавляли их через ряд. После того, как отвязали росток, мы начинаем делать в каждом ряду. И здесь уже. Все. Когда мы замкнулись в круг по спинке, вот здесь нам уже проще начинает делаться. Мы делаем прибавки только по переду, по одной петле, и одновременно прибавляя петли по скосу плеча в каждом ряду. А в некоторых рядах, в 6-м, когда мы попадаем вот на этот ряд, и у нас здесь двоечка указана, мы будем добавлять сразу 2 петли в одном ряду по скосу плеча. То есть вот с этой стороны, 2 петли, как я вам показывала на изделии. Так, отвязали скос плеча, отвязали горловину. После того, как наш скос плеча отвязан, вот он, горловина по переду еще продолжает связаться, но после скоса плеча у нас начинается вся наша пройма. В эту пройму будет включаться пройма по переду, равная пройме по спинке и окат рукава. То есть вот после этого ряда, в общем, это будет 26-й ряд провязан, у нас начинается уже вторая история. Это вот с этой стороны, я в средненькую, я нарисую отмечать у нас тело. Напишем это как тело. То есть кислотным цветом у нас будет тело. И вот здесь внизу я еще тоже помечу, что вот эти, как бы, вот эти, прошу прощения, вот эти ряды, это тоже будет тело. Тело. Что мы имеем по телу? Мы помним с вами, что вот эти 48 рядов у нас вяжутся прямо. И 29 рядов у нас вяжутся в каждом ряду, делая прибавки. Всего 77 рядов. Отсчитываем вот отсюда, после скоса, отсчитываем 77 рядов и ставим с вами меточку. А меточка у нас с вами, вот она проставлена как раз красная. Значит, все оставшееся вот отсюда и до сюда должно пройти 77 рядов. Можно проверить. Тело. 103 и 26 мы уже отвязали. 103 минус 26 получается 77 рядов. Все правильно. Вот отсюда все вместе 77 рядов. То есть я тело здесь неправильно указала, но ничего страшного. Здесь больше у нас ничего не будет, только тело и рукав. Так, значит по телу 48 рядов прямо. И 29 последние с прибавками. Но мне отсюда 48 отсчитывать прямо лень. Я вот отсюда отсчитаю 29. И 29 рядов я отмечаю нашим кислотным цветом. 4,
6. Это будут прибавки в каждом ряду. 28, 29. Все. Прибавки по телу у меня указаны. По одной петле в 29 последних рядах проймы. 48 предыдущих я вяжу без прибавок. Это тело. Теперь возьмем рукав. И вот это тоже будет рыжая рукав. Потому что он отсюда тоже начнется. Вот отсюда у нас пошел рукав. Добавки по рукаву. Сложно? Возможно, кому-то сложно. Мне так легче. Я все просчитываю, и потом мне проще вязать. По рукаву. Возьмем сложный вариант. Вот он у нас сложный вариант. Вот наши 77 рядов. Вот отсюда 77 рядов. Что мы видим? Вначале мы с вами написали 10 раз в каждом ряду. То есть мы 10 раз, 4, 6, 8, 10 рядов в каждом ряду. Дальше 7 раз в каждом втором ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раз в каждом втором ряду. 6 раз в каждом четвертом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз в каждом четвертом и 14 раз в каждом втором. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот у нас один ряд, помните, я вам говорила, мы его просто провяжем лицевым, потому что здесь 14 на 2, 28 рядов, а нам надо в начале 29 рядов. Вот он у нас один ряд. Видите, все совпало. И вот этот огромнейший расчет, сложный расчет, вот, все, вот это все мы с вами уместили вот на такой табличке. Как вязать росток? Давайте я теперь вот все с самого начала начнем вязать по моему телу. Вот у меня спинка. Вот здесь у меня начало вязания. Вот плечо. Маркером я отмечаю петли плеча. Набираем 128 петель. 128 петель. Делим их маркерами. 38 петель спинка. 46 петель перед. И 22 петли плечи. Поделили маркерами. Маркеры вот тут у нас стоят. Начинаем. Вяжем первый ряд. Помечаем галочкой. И в первом ряду мы видим, что у нас только выделено ярко-кислотным цветом 2 петли. Ярко-кислотный цвет, поднимаемся выше, это горловина по спинке. Значит, по горловине по спинке добавляем 2 петли. Разворачиваемся. В укороченных рядах я делаю способ немецкого укороченной петли. Есть внизу, я оставлю ссылку, мастер-класс на то, как я это делаю. Вернее, не мастер-класс, а просто я вам по вашим многочисленным просьбам показываю, как именно я делаю вот эти укороченные ряды. Так, значит, захватили по спинке 2 петли. Развернулись. Что мы видим? Нам надо захватить по скосу, скос плеч сделать. Это получается у нас лицевой ряд, условно, второй. Значит, в изнаночном ряду мы сделали. Захватили 2 петли. Развернулись, захватили по переду 5. В лицевых рядах мы не забываем делать скос в каждом втором ряду. И вот здесь, пока мы вяжем вот этот вот уголок, мы всегда будем вот по этой линии плеча со стороны только спинки, со стороны погона ничего не делаем. Со стороны погона вяжем ровно, а со стороны спинки всегда будем добавлять по погону в каждом втором ряду. Итак, первый ряд провязали 2 петли. Развернулись. Изнаночный ряд провязали весь, захватывая по погону. Смотрим, 5 петель. Это второй ряд. В третьем ряду мы снова захватываем по ростку 2 петли. Раз третий ряд у нас лицевой, то скос плеча мы добавляем в каждом втором ряду. Добавили и еще захватили 2 петли по спинке. Развернулись, смотрим, галочкой отмечаем следующий раз, захватываем 6. То есть вот, и как я вам показывала, мы провязали весь росток. И уже уходим после ростка, вот он наш росток закончился, мы уходим вывязывать наперед.
уже вырез переда, причем спинку мы еще не соединили, потому что у нас углубление по спинке, по моему расчету, 3 сантиметра, а скос плеча у нас всего 8 рядов, где-то 2 сантиметра скос плеча. То есть углубление еще продолжаем, при этом уже начинаем делать углубление по переду. Когда мы пришли, отвязали росток, мы начинаем скос плеча, уже видим, что у нас ярко-оранжевым добавлен каждый ряд. То есть в каждом 5-м ряду мы уже вот тут, когда мы дошли до сюда, мы уже в каждом ряду начинаем прибавлять. И, соответственно, по спинке, когда мы дошли до сюда, вот здесь мы добавляли в каждом 2-м, но когда мы начали вот здесь уже делать прибавки, то автоматически с другой стороны погона мы также начинаем делать уже в каждом ряду. И в каждом 6-м по 2 петли. Вот, то есть здесь у нас мы галочком помечаем, здесь у нас пошло уже отвязывание горловине попереду, захватывая по 1 петле, провязывая в каждом ряду и в лицевом, и в изнаночном регланную линию, провязывая регланную линию с этой стороны, ну, погонную линию, скажем, и вывязывая еще спинку. По спинке мы тоже еще делаем развороты. Мы еще пляшем по одному плечу, 2 раза делая по спинке укороты. Когда доходим вот до этой цифры 16, мы разворачиваемся сюда, и уже здесь мы аналогично, мы опять снова первый ряд начинаем помечать либо галочкой, либо обводим, уже опять с нового первого ряда начинаем. То есть мы это плечо отвязали уже, скажем, 12 рядов. И теперь нам надо это плечо отвязывать 12 рядов. И полностью повторяем весь наш ритм. Опять заходя наперед, мы отвязали. Теперь после этого становится все проще. Мы соединяем спинку. Вот здесь. Мы спинку уже соединили и начинаем отвязывать только по скосу плеч добавки у погона со стороны переда и спинки в том же ритме. И по переду мы также добавляем по 1 петле. То есть мы вот так вот пляшем с вами, уже делая, выводя горловину только по переду. Все. После того, как мы с вами вывели горловину по переду, а это у нас вот здесь, при этом у нас уже закончилось плечо. То есть у нас плечо уже закончилось, а перед мы еще так и не соединились в круг. Мы еще вяжем вот так вот, потому что у нас углубление достаточное по переду. А плечо мы уже закончили вязать. И дальше мы уже вот здесь вот, переходя сюда, мы видим, что у нас скос плеча закончился. И мы уже начинаем с вами делать, что это у нас прибавки по рукаву. И мы видим, что здесь у нас уже начинаются расширения внутри плеча. То есть здесь у нас плечо начинает переходить в рукав. И мы делаем прибавки по рукаву. При этом по телу у нас идет ровно. Вот, по телу у нас пусто. Видите, тело пусто, ничего не прибавляем. Мы также формируем горловину еще по переду. По телу мы вяжем прямо, а по рукаву мы уже вовсю бежим, прибавляем наши петли. И у нас получается вот здесь вот не вот такое остренькое, ну вот как я бы вам показывала, а оно уже как бы пологое, вот такое вот крутое, вот такой вот окат, крутой окат. Потом мы выходим на каждый 6-й ряд, или там на каждый 4-й, на каждый 2-й, а потом на каждый 4-й, вот. И потом уже на каждый 2-й. Это по рукаву. Ну, дальше, после того, как мы с вами вывяжем вот так, мы же еще все вот так крутимся, а уже руки начали вывязывать. Вот здесь, на этом месте, то есть это у нас уже будет 31, 32, 38 ряд. В 38 ряду мы уже смыкаемся в круг по переду. Все, дальше еще проще становится. У нас уже горловина отвязана, нам уже легче, мы все в круговую пляшем, только прибавляя по рукаву, по телу выдыхаем, вяжем пока прямо. Прибавки только со стороны рукава, бывшего погона. Все, делаем прибавки, доходим до 75 ряда. В 75 ряду у нас начинаются прибавки по телу. И когда мы вот так каждый ряд с вами галочками проставляем, мы никогда не забудем, мы никогда не проглядим, что нам нужны делать прибавки. Потому что, дойдя до сюда, мы видим, все, началось время прибавок по телу. Мы уже можем ничего не примерять, ничего не смотреть. У нас уже все автоматически пойдет само. И вот здесь пойдут резкие прибавки по телу. По телу у нас идут прибавки в каждом ряду. Вот оно у нас ярко-кислотного цвета. И по рукаву у нас также прибавки идут в своем ритме. Все. После того, как мы провязываем 103 ряд, мы с вами замыкаемся в круг. В петли рукава мы с вами на дополнительную леску продеваем. Все, замыкаемся в круг и вяжем. Вот в этом моменте можно посмотреть. И если нам хочется
хочется сделать изделие побольше, мы еще можем с вами добавить немножечко как бы петли ростка, но в данном случае это будет некорректно и неграмотно называть их петли, вернее, не ростка, а подреза. А здесь они уже числятся как просто вырез по пройме. Оформление выреза по пройме. То есть вот здесь мы можем добавить еще 2, 3, 4, 5 петель, ну, на ваше усмотрение. Вот, я немножечко здесь добавила, и у меня уже ширина самого изделия пошла чуть больше, чем 52 сантиметра. Но расчет я весь вела на 52. Я просто здесь еще чуть-чуть придобавила петель, потому что у меня было куда добавлять. То есть у меня это не оверсайз, я сказала, что здесь свобода облегания плюс максимум 10%, просто поначалу я добавила не 10, а чуть меньше. Потом, пока вязала вот эту сторону, поняла, что ну можно еще прибавить вот тут вот несколько петель, ну скажем даже так, для красоты, И вот этот вот у меня вырез, получается он просто как для красоты. Вот, все-таки подмышка у нас имеет какой-то размер. Вот. Ну вот я вам полностью показываю, как это делаю я по расчетам. Вот, пожалуйста, мои дорогие друзья. И вот, пожалуйста, как я формирую вот такую сложную, очень сложная вот эта схема в данном моменте. В регланах там она попроще бывает, но здесь зато есть все. И еще один момент. Внимание, не забываем, когда мы отвязываем перед, после проймы, у меня грудь, высота груди ниже проймы, так как это изделие с небольшой свободой облегания, вот здесь я встраиваю выточку. После того, как мы с вами соединились в круг, перед и спинка, мы с вами должны все-таки отвязать выточку. У меня здесь рассеянная выточка, ее практически не видно, но она у меня здесь достаточно глубокая. Вот если я вам сейчас аккуратненько... Вот, видите, насколько у меня выточка по переду, вот сейчас полотно по переду больше, чем полотно по спинке. Вот, видите, да? Здесь все ровненько у меня, вот ровненько, а вот здесь у меня больше. Это у меня отвязано, вот здесь вот выточка. Но в этом видео я, конечно, вам не буду рассказывать, как вязать рассеянную выточку, но и сюда ее обязательно нужно вставить. Это, пожалуйста, не забывайте. Если забудете, изделие будет сидеть некрасиво, некомфортно. Вот здесь могут быть какие-нибудь ненужные вам складки, перед может запрыгивать наверх, но выточка здесь нужна. Как делать рассеянную выточку? У меня есть на канале подробнейший расчет. Внизу под видео я также сделаю вам ссылку. Ну а на этом, дорогие мои друзья, я наконец-таки с вами прощаюсь. Желаю вам ровных и легких петелек. Надеюсь, что вы все поняли и что-то в вашей голове отложится. Ну что, мои дорогие, всем в первую очередь огромного здоровья. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Счастья вам, мирного неба на всей планете, любви и всего самого-самого доброго. Ну а я с вами буду прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.